Всем привет! Вот краткий обзор основных изменений в обновлении 0.7. Самое важное изменение — это переход на новую версию движка Unreal Engine 4.21. Что это дает? Как минимум применение технологии Replication Graph, которая позволит обновлять не всю информацию для каждого клиента, а лишь необходимую ее часть. А это снизит нагрузку на ЦПУ сервера. Слишком заумно, да? В общем, если понятнее не стало, то считай это большим шагом в сторону оптимизации. Добавлена система ежедневных испытаний. Пока что это только ранняя версия, поэтому чего-то особенного ожидать не приходится. Она в целом работает, спасибо и на этом. Наконец-то добавлена авторотация карт. Оставайся на сервере после окончания матча и попадешь на другую карту. Чудеса, правда? Кроме того, сервера получили пусть и не очень оригинальные, но уникальные имена. Голосовой чат стал заметно лучше. Теперь хотя бы можно разобрать, что говорят. По умолчанию активируется нажатием на клавишу тильда и слышен только для отряда. Кроме того, к нему добавлен эффект рации. Звучит аутентичненько. Прием, Джонни, вызываю арт-огонь на себя. Здесь гуки, они на деревьях. Вызываю огонь на себя. Как слышно, прием. Киллскрин стал более информативным, появилась инфа о снаряжении противника, его оставшемся здоровье и даже примерном направлении, откуда убили. Не хватает разве что паспортных данных противника. Добавлена новая рожалка VAB MK3. Теперь визуально отличить союзную рожалку от вражеской намного проще. Что до характеристик, то они почти не различаются. Однако различаются их габариты. Новая чуть ниже, что позволяет завозить ее в определенные места. Но в то же время она чуть-чуть шире, что дает уже преимущество старой рожалки. Хотя все это не имеет особого значения, загнать на второй этаж торгового центра можно и хобби. Обновленный интерфейс для техники. Наконец-то вместо старого непонятного будет новый непонятный. Area Alpha is under our control. В меню появился предпросмотр для прицелов. Правда не в 3D, а просто скрин с обрезанным фоном. Мое видео все равно удобнее. Ссылка в конце видео и в описании. Куда ж без саморекламы. Поврежденная до критического состояния техника теперь дымится. Ненавистный всеми вертолет также не остался без внимания.
Его здоровье было снижено с 600 до 450, что позволяет уничтожать его одним тандемом. Но стрелять все равно придется из РПГ, как бедный ближневосточный боевик. Спасибо, что хоть не камнями кидаться. Кроме того, урон и радиус взрыва ракет были уменьшены, а их стоимость в батлпоинтах значительно увеличена. Прощай, имба, мы не будем скучать. Характеристики техники были перебалансированы. Теперь бронетехника в рамках одного класса имеет разные параметры. Что-то быстрее и проворнее, другое прочнее и так далее. Характеристики атачментов тоже были перебалансированы, а отдача была разделена на вертикальную и горизонтальную. Но наиболее заметно изменились стволы. Так, например, короткий ствол дает прибавку к урону, но он сильно падает на дистанции. А длинный ствол, напротив, немного снижает урон, но с дистанции он почти не меняется. Также длинный ствол уменьшает отдачу. Иными словами, появилось четкое разделение. Короткий ствол – сочувствую. Ой, тьфу. Короткий ствол для ближнего боя, длинный для дальнего. Время действия светошумовой гранаты немного увеличено, но полезнее она не стала. Сумки с припасами убраны с точек и теперь находятся примерно между ними. Их расположение указано на карте. Ну и напоследок, в игру была добавлена форма армии США. Ой, не это. Вот это. В итоге в обновлении 0.7 мы получили удобные новые фичи, косметические улучшения, самая малость контента и правки баланса, но все-таки в целом обновление получилось по большей части техническим. А именно технической части и стоит уделить внимание на данном этапе. Ну и по традиции рейтинг обновления – один всратый вертолет из одного. Так тебе и надо.